Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс, события и неожиданности в вашей судьбе до конца апреля. Давайте на картах старинного цыганского пасьянса как раз про события и узнаем. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Какие-то подсказки вы услышите. У нас апрель месяц может стать таким отчасти турбулентным или богатым на сюрпризы. Сюрпризы в первую очередь, наверное, будут на какие-то сообщения, известия, может быть и не случайные случайности, которые потребуют от нас что-то пересмотреть, передумать, переделать. Я этого и не исключаю, но могут быть связаны и с внешними событиями, мои дорогие скорпионы. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Итак, о чем? Для скорпионов карты пасьянса, какие события? Вот будьте внимательны, смотрите. У вас выпадает маска, да? Маска – это всегда, называется, по крайней мере, прописано «скрытый враг». И стало быть, это те люди, которые себя, как-то не демонстрируют. Или наоборот, демонстрируют с положительной стороны. А вот план, замысел иной, будем говорить. Поэтому, может быть, и вам необходимо иметь маску за пазухой, где-то быть более таким прагматичным. Или понимать, что в отношении вас кто-то имеет как виды. Или, может быть, иногда все же это значение будет говорить о зависти, мои дорогие скорпионы. Наверное, у вас сейчас все, в принципе, и неплохо. Астрологически для вас этот период, тут буквально пока Уран находится в знаке зодиака Телец до 26-го, он помогает знакам зодиака стихии Земли и воды выстроить свою жизнь вот как-то с правильной ноги. Я часто говорю эту фразу. И у вас выпадает якорь, это уверенность, это какой-то фундамент. Это вот действительно у вас сейчас жизнь, она более такая программируемая, когда вы можете для себя сделать что-то очень доброе, хорошее на долгий период времени. Венок, радость. Смотрим, что еще. Но вот правда, вам кто-то может завидовать. Маска и змея. И хочется сказать, сами включайте змеиный режим, но и маску за пазухой. Вот у вас-то ведь все хорошо. Может быть, вы с кем-то делитесь. Вот, кстати, хотя на вас это не похоже, но на всякого мудреца довольно простоты, правда? Я закончу эту мысль. Вы можете с кем-то делиться своими радостями, даже по-хорошему. Давайте будем говорить. Многие способны охать, ахать или типа создавать впечатление, что они участвуют в вашей жизни или сопереживают, а сами, может быть, думают что-то совершенно другое. А когда приходит пора порадоваться за кого-то, не все способны. Некоторые вот как раз испытывают эту зависть. У вас действительно, смотрите, спокойное течение жизни, уверенность, добрые какие-то события, радостные, добрые и известия, может быть. Но то, что радует вас, не радует кого-то. Есть какая-то сила, как противодействие. Более того, у вас не просто вот этот фундамент, да, или якорь, а у вас еще и победа выпадает в каком-то вопросе. Напомню, что в нашем пасьянсе мы можем складывать значения выпавших карт в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Вот у вас флаг, это обозначает победу. Но у вас еще и лебедь, искренняя любовь, чувства, взаимоотношения, верность, мои дорогие, спокойное течение жизни, радость. Тут какие-то добрые события на вашем пороге буквально, но есть и те, которые, как-то, знаете, может, сидят и думают, а почему это мне, почему вот это тебе или ему, да? Ему слишком везет, ведь никто ж не знает, какой сложный путь вам пришлось пройти до этого времени. Может быть, у вас один какой-то пункт вашей жизни получается, или что-то вот вас радует. Может быть, человеку или людям может казаться, что это все идет само по себе. Или словно это вам, как знаете, кто-то звезд насыпал в ладони. Но только вы знаете цену вот этой победе. Я должна сказать, что у вас как змеи какие-то присутствуют. Елки-палки. Зачем для моих любимых скорпионов какая-то белиберда? Но у вас ангел. Вас берегут высшие силы.
И правда, для вас это добрый период. Вы же такой чуйкой волшебной обладаете. Но, может быть, вы позволили себе в отношении некоторых персонажей расслабиться. Есть и люди, которым стоит доверять, безусловно. Вот как лебедь – это искренность, любовь, верность. Так и этот ангел – это, знаете, какой-то помощник. Конечно, как ангелы-хранители. Но и это все же в земном варианте карты пасьянса говорят, что у вас есть тот человек, который болеет за вас душой, кому вы очень дороги, очень важны. И это ни разу не про какую-то меркантильность. Но есть и те, которые, конечно, рассматривают, что-то повезло вот вам в каком-то вопросе. Они не видят всего остального. Ну, как сказал Борис Пастернак, зависть родная сестра и неразлучная спутница сатаны. Лучше не скажешь, это факт. Может быть, кстати, вы тревожитесь по какому-то вопросу, вы можете что-то предчувствовать. Вот смотрите, когда выпадают, я надеюсь, это видно, скрещенные мечи, это значение как тревога. Это не значит, что что-то в материальной жизни, за что есть тревожиться, нет. Но, может быть, где-то как раз ваша интуиция вам дает подсказки. А вот с этой персоной будь-ка ты аккуратен, Скорпион. Прислушайтесь, мои дорогие, подсказкам собственной интуиции и души. И пока я с вами говорю, смотрю, что мы можем еще соединить. Откровенно говоря, не вижу я пока совпадений. Поэтому пойдем с вами дальше. Это я переменила, да? Тут у нас была любовь, оставим любовь. Итак, что нам расскажут карты Таро для скорпионов? И первая карта у нас будет означать, что нового идет в вашу жизнь. Что нового идет на ваш порог до конца апреля. Важное событие или чем запомнится вам апрель месяц до конца месяца. Что или кто появится неожиданно до конца апреля. Событие, которое изменит вашу жизнь, мои дорогие, а быть может, изменит вас самих до конца апреля. Что вас будет радовать? В чем ваша сила? Ну и последнюю карту мы достанем как карта совет. И так немножко заглянем, что же будет дальше. К чему быть готовым скорпионом? Это то, что, возможно, будет своеобразным продолжением. Может быть и май, может быть и июнь. Я такого не исключаю. Опять же, за счет планетарных транзитов. Итак, что нового идет в вашу жизнь, мои дорогие скорпионы? Праздник? Радость. Ну вот нам тут венок выпал. А с чем это связано? Давайте немножко раскроем. Какой-то вопрос решится положительно. Скорее всего, тот вопрос, который был либо связан с конкретным человеком, неважно, у нас король, не обязательно это будет мужчина, это может быть и женщина, это может быть как какой-то чиновник, кстати, потому что это карта харизматичного лидера, не исключаю, это ваши какие-то планы. Ваша задумка по делу, по бизнесу, по документам, по учебе. Может быть и есть какое-то контактное лицо, да, которое взаимодействует с вами. Но тогда тут какой-то праздник или какая-то идея, мои дорогие. Вот идея по этой карте не случайно, это у нас колода Таро иллюминатов, она вся построена на символах. Тут даже цвета – это тоже своеобразный символ. И мы знаем, к примеру, белый цвет – это символ чистоты. У нас сидит вот такой вот король, который, кстати, золотая одежда такая, да, парча. Сидит, кстати, он среди пустыни, восседает вот на таком троне. Красный цвет, красные детали одежды будут говорить о том, что это как прообраз Марса. Это как какая-то идея, которая он уже готов действовать. Или когда он что-то задумал, и, может быть, какие-то варианты действий, он тоже, пока он сидит, он не действует сам по себе, но он продумывает, как ему поступить. Тут именно раздумья, я надеюсь, это видно. И не случайно челма, которая тоже красного цвета, которая где-то соединяется с перьями, вот с чистотой, с чистыми помыслами. Поэтому тут вот есть какая-то идея, тема, которую вам нужно еще обдумать. Да, и надеяться-то ведь по этой карте мы должны сами по себя, на себя. Но по этой карте мы ни в коем случае не должны упустить какую-то возможность. Точно возможность. Тройка пентаклей, своеобразный экзамен жизни. Может быть, буквально. Вам нужно получить какой-то документ, сертификат.
или какую-то важную бумагу. Может быть, кому-то пройти курсы иностранных языков, курсы овладения какими-то ресурсами, или как новой профессии, может быть, да, или дополнительное образование, может быть, онлайн-образование по этой карте идет, или когда мы приобретаем какие-то навыки, вот буквально, может быть, даже творчество, да, когда мы собираемся монетизировать. Это всегда карта, любая тройка, карта будущего. И она знаменует именно переход на новый уровень. Но для этого нам нужно либо что-то изучить, либо что-то освоить. Вот эти планы, которые продумывает король жезлов, может быть, это ваши собственные планы. С одной стороны, вот действительно якорь, четверка пентаклей будет говорить именно об этом, но как будто наступает момент, когда именно в тот период, может быть, когда у вас все под контролем, ну, более или менее, по крайней мере, когда все относительно спокойно, ровно. Нельзя, как ни странно, успокоиться. А вот этот праздник, как будто его нужно продлить, или две тройки у вас, как будто на долгий период времени, какую-то возможность мы сегодня, если не опускаем, то завтра буквально по тройке пентаклей нам это приносит деньги, ведь это карта пентаклевая. И даже, что бы мы тут ни изучали, эти знания понадобятся, а в последующем и именно в плане заработка вам это принесет дополнительный доход. Факт, посмотрите, вот о каком-то новом направлении говорят уже, да практически все карты. Да, праздник будет, принцесса Пентаклей, обратите внимание, идет наша принцесса Пентаклей, идет уверенно, несет один пентакль, так торжественно в своей руке. И посмотрите, пучок колосьев поднимает выше своей головы. Это своеобразный урожай. Вы уже что-то сделали очень хорошо до этого. Вы уже знаете, в принципе, как знаете, кодовое слово или что вам продолжать, в чем вам себя развивать. Но все-таки эта принцесса, имеется в виду, это вот выйти, может быть, даже из какого-то состояния, когда вы обдумываете, а все никак не перекладываете свои думы на действия. Вот я тут вижу, тут нужны бы какие-то первые шаги. И это совершенно новый проект. У кого-то это новый проект, хотя я не исключаю, может быть, новый проект среди двух любящих людей или ваша пара, может быть, это даже семья. Когда вы задумаете, может быть, я такое тоже не исключаю, поехать куда-то, может быть, вместе или работать из любой точки мира. Такое тоже не могу исключить. С учетом короля жезлов тут такие могут быть творческие проекты или необычные, нестандартные проекты. С одной стороны, вот есть опыт и есть какая-то стабильность, но самое время в этом не подзастрять, не сказать своим проектам «нет». Тут может быть и иногда принцессы, принцы, да, это и действия, но это и новости. Вполне вероятно, это вы что-то услышите или окончательно поймете до конца апреля, что вот да, именно вот в этом пункте мне сейчас нужно что-то переделать или как переложить на будущее. Дерзайте, так и хочется сказать. Праздник вам уже обеспечен. Важное событие, чем запомнится вам апрель месяц. А вы знаете, тут может вас подвигнуть на какое-то действие конкретный человек. Причем вы можете услышать какую-то новость, которая будет подана не очень лицеприятно или не очень, ну, может быть, мягко или деликатно, говорим, тактично даже, потому что бунтарь без причины. Но я точно так же не исключаю, что вы сами можете взбунтоваться против чего-то. Будьте внимательны. Иногда я говорю по этой карте, если вы, мои дорогие скорпионы, занимаете ответственный какой-то руководящий пост, может быть, там и маленькое у вас подразделение, но именно на вас лежит ответственность, иногда, не часто. Но эта карта говорит о проверяющих, или когда нам нужно какую-нибудь налоговую, например, да, или какую-то бумагу, отчет. То есть с нами могут спорить, или нам могут парировать, нам могут, ну, как-то так нам может показаться, по крайней мере, что человек настроен предвзято. А тем не менее, эта карта говорит, и она очень хорошо проигрывается, когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Так чем запомнится вам апрель? Переменами, мои дорогие. Перемены, переезды. По этой карте мы как будто не оглядываемся назад. Как будто мы развиваем себя, свои, как и таланты, так и свои желания, предпочтения, безусловно. У вас меняется жизнь. Может быть, это для кого-то, правда,
переезд куда-то даже очень далеко. Кто-то собирается поменять работу. Кто-то, может быть, не буквально вот отказаться от той работы, которая есть сегодня. Вот я такое могу предположить. Потому что, ну, финансы все-таки, да, вот эту стабильность заставляют удерживать. Но вместе с тем свой проект не положить в дальний угол стола, а самому себе сказать, что нет, дай-ка я попробую. Вот, может быть, даже это начинается со случайного разговора со случайным человеком. Когда вам, будьте внимательны, кто-то может просто сказать какую-то фразу, а она у вас словно, знаете, как пазл в голове сложился. Вас она, эта фраза приводит к какому-то важному решению. Вот такие метаморфозы могут быть. И вы приступите к действиям. У кого-то внезапно может произойти вот именно переход к чему-то новому. Потому что вы на что-то решитесь. Причем быстро, потому что принц мечей – это всегда карта скорости. Ну и карта скорости – аркан, колесница. Так что же еще? Факт. Посмотрите. Тут явно как и начинать что-то новое, так и продолжать. Пусть даже у кого-то, кто меня сейчас слушает, скажет, да не собираюсь я никуда уходить. Не собираюсь уходить, может быть, по работе и ничего менять. У меня профессия, я уже там достиг каких-то вершин. И правда, 8 пентаклей – это тот человек, который уже профессионал. Но тот, который понимает, вот я где-то подзастрял на этом уровне профессионализма. Нет предела совершенству, поэтому это все равно путь наверх тогда, построение карьеры. Да, это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, поэтому тут что-то будет связано именно с вашей работой и финансовым достатком, когда было 4 пентакля, а вы словно их умножаете на 2, 8. И это как и роль вашей значимости, это и роль ваша собственная, когда, правда, у кого-то проиграется с карьерой. Может быть, у вас так сложатся обстоятельства, что вы с кем-то встретитесь. Или перемены. Если вы даже что-то не затеваете и где-то, ну, допускаете, но всерьез не думаете, тогда, как важное событие, вы можете узнать в течение апреля какую-то новость, к примеру, меняется руководитель, меняются приказы на работе, меняются какие-то постулаты, то, что принято в том месте, где вы трудитесь, и это тоже окажет влияние на вас, а может быть как раз и побудит построить свой собственный план, но вам это во благо. Что или кто появится неожиданно? Колесо фортуны. Вот я все то, что сказала. И ведь это тоже карта скорости. Не упусти, как будто Скорпион, время. Потому что эта карта, она работает вот именно в какой-то момент. Мы не можем отложить на потом. Вот как это колесо, как и наша жизнь, все циклично. И если мы говорим, вот я подумаю об этом завтра, или я завтра к этому приступлю. А это, знаете, это как аура, атмосфера, энергетика вокруг нас поменялась. И вот прямо сейчас, вот если пришла мысль в голову, ее как будто нужно переложить на какой-то первый шаг. Или сесть, что-то посчитать. Или, ну, с помощью бумаги, может быть, что-то продумать. Или сделать нужный звонок. Или начать добывать дополнительную информацию. Я вот этого не исключаю. Но вот именно активность какая-то. Потому что сейчас, мои дорогие любимые скорпионы, вот, наверное, как этот ангел за вас, ангелы-хранители, какая-то добрая ситуация. Но это тоже перемены. У вас 2 карты перемен. Вы не уйдете от них, мои дорогие. Здесь как будто вот не отсидишься, правда? Ну, хотя отсидеться это не про скорпионов ни разу. Вы как раз сильные люди. Но, видимо, это, знаете, как попасть в нужный момент, в нужное время, оказаться в нужном месте, встретиться с конкретным человеком и потом продолжить. Продолжить вот в каком-то новом ключе, формате. Не упустите вот эту возможность. А может быть, кому-то придется быстро собраться, отправиться и куда-то съездить, с кем-то встретиться, с глазу на глаз поговорить, какой-то важный контакт осуществить. Или вы занимались там, допустим, одним делом, и вы для себя уже распланировали первое, второе, третье. Так вот, оставить какую-то рутину, может быть, вам на время придется, или то, что вы считали первостепенное, а вам это приходится оставить и переключиться на какой-то другой вопрос, потому что не потерять время – в этом ваша фортуна. Событие, которое изменит вашу жизнь, а быть может и вас самих до конца апреля. Все то, что я говорила.
По этой карте семерка жезлов именно здесь нам показывают, поднесу поближе, человек стоит на вершине арки, а арка, она находится на горе. Есть такое значение в этой карте. Ты сейчас выше всех. Но вот достать пытаются, да, вот этими 6 жезлами. На всякий случай так замахнулся наш герой, но он никого не трогает. Он как будто не вступает в какую-то полемику. И, в принципе, вот на вас могут давить, на вас могут воздействовать, вас могут уговаривать. Или с вами могут хитрить. Мы об этом с вами говорили. Лишь бы вы с чем-то согласились. А карта нам говорит событие, которое изменит вашу жизнь. В чем-то вам участвовать не надо, мои дорогие скорпионы. Вам как будто нужно... Побудьте кошкой, которая гуляет сама по себе до конца апреля. Все карты об этом. Нулевой аркан как раз это прямое олицетворение того, что предыдущий как жизненный этап завершился. Теперь то, что было прежде, не имеет большого значения. До конца апреля именно какое-то новшество. Может быть, это новое событие, как новость или с новости начинается, известие. И правда, по нулевому аркану идет еще физическая активность, идет наша бодрость, желание, оптимизм, мои дорогие, любопытство к жизни. Я понимаю, что не к соседу, а именно к жизни. Вот именно мы хотим что-то осуществить. Нам что-то надоело. Может быть, вот это, кстати, рутина. Или когда вам довелось заниматься, да тут ваша роль растет, мои дорогие. Нулевой аркан и следом аркан императора. Может быть, вам и придется договариваться или уходить даже от каких-то поползновений в виде желаний. Например, со стороны руководителя. Все-таки это у нас карта императора иногда свидетельствует, ну, к примеру, даже если мы говорим о личной жизни, это старшее поколение, которое нам говорит, делай так, не делай эдак. Император. Есть два мнения, мое и неправильное, да? Ну, будьте мудрыми императорами, ведь эта карта выпадает и вам. А мудрый император знает, что нет в нашей жизни много вот как бы непостоянных моментов. И, в принципе, тут в любой момент может измениться что-то. Первое, за счет обстоятельств. И второе, сами люди, которые вам что-то обещают сегодня. Это не есть гарантия, что они будут точно так же поступать завтра. Вот и вы будете мудрыми императорами, сил у вас достаточно. Но, видимо, не столько заниматься решением каких-то, может быть, даже мелких вопросов, а есть как какая-то главенствующая тема, которая присутствует в вашей жизни до конца апреля, и это где-то будет означать ваш статус тоже. Я могу допустить у кого-то это статус по работе, а может быть, это у кого-то статус по личной жизни. Может быть, и в вашей жизни есть такой император, даже в личной, у кого-то супруги, иногда такое бывает. Но, значит, и вам, вы-то как будто подстать. Ваша сила, она наравне с вашим оппонентом. Неважно, близкое окружение, далекое, работа, личная жизнь. Есть какой-то ваш проект. И тут вот именно перемены. Два старших аркана. А старшие арканы – это еще и вот как колесо фортуны. Какая-то палитра событий, которая складывается для вас, мои дорогие, до конца апреля и открывает новые возможности. Придется организовать как будто свою жизнь несколько иначе. Ведь эта карта как и будет говорить, да, возможно согласование, подписание документов, обращение в инстанции, да, то есть каким-то чиновникам. Но точно так же это будет говорить организация именно ваша, собственная, труда и отдыха, да, например, или какая-то организация в личном плане, дома, жилья тоже может проигрываться, или составление каких-то документов. Кто знает, может быть, у кого-то в личной жизни и приходится брать ответственность на себя, и тогда это вы, как император, становитесь, берете ответственность за другого человека. Но тут надо тогда все очень хорошо продумать. Что вас будет радовать, мои дорогие скорпионы, в чем ваша сила? Но вот, наверное, колесо фортуны складывает для вас таким образом какие-то обстоятельства, когда 1000 дорог сходятся в одной точке. Карта туз жезлов – это всегда шанс, это возможность. Это как жезл, который словно из ниоткуда, из облаков протягивает нам, ну, как рука судьбы. Здесь нельзя, правда, что-то отложить на долгий период времени. Будьте готовы, что до конца апреля скучать вам будет некогда. Но
в чем ваша сила? Где-то в активности. Что-то одновременно и анализировать-то придется, не без этого. Но и вот именно действовать как первый шаг, потому что это туз жезлов. А потом это продолжение какого-то проекта будет следовать. Для вас, смотрите, по пятерке пентаклей это всегда, если мы говорим шанс. А пятерка пентаклей это всегда недостаток. Вот я говорю, недостаток взаимопонимания, недостаток финансов. Это мелкая карта. Для кого-то это может быть просто вот в апреле, когда, ну даже, к примеру, получил деньги и отдал их, да. Может быть, нужно за что-то заплатить. Ну, кто-то заплатит, например, за кредит. Я такое допускаю. А может быть, для кого-то из вас это будет означать именно нужно договориться с какими-то людьми, может быть, занимающими высокий пост, или как вот этот несговорчивый император, и вы будете искать кому-то рычаги, подходы. Вы в этом сильны, мои дорогие. Вы сильны в том, чтобы уйти буквально и от безденежья, потому что нам тут карты только об этом и говорили, но точно так же закопать топор войны. Или как будто установить нейтральные отношения, найти компромисс, выйти из какого-то недостатка, как и в плане взаимопонимания, но точно так же и по финансам. В чем ваша сила? Вам как будто по судьбе, удивительное дело, вам по судьбе ангелы, силы небесные помогают. Но договариваться придется. Вот смотрите, для кого-то из вас все же не избежать, может быть, именно каких-то чиновников. Все-таки две карты власти. Как иерофант, это всегда система иерархии, так и император. Может быть, не прыгать через голову руководителя или пойти как-то в обход. Но тогда быстрее вы решите какую-то свою ситуацию. Вам действительно пространство, вселенная дают какую-то удивительную возможность. Но, мои дорогие скорпионы, у вас много старших арканов. Да, элемент новизны есть. И нам уже сказали, что шанс даже сложную какую-то ситуацию, тему, вопрос уладить у вас тоже есть. Но, видимо, быть дипломатом вам точно придется. По крайней мере, договориться, ведь ключи, да, мы всегда говорим. И в этой колоде иерофант вот эти два ключа. Вы можете кого-то обучать, я такое не исключаю. Но вы можете изучать что-то сами. А может быть, это такой период жизни, когда мы вынуждены договариваться в каком-то другом ключе. Не прежними методами пользоваться. И в этом тоже будет наше обучение состоять. Но вот ключи как будто найти к нужным людям или к нужной ситуации. Может быть, и переиграть, переиначить что-то тоже придется. Но у вас это получится. В этом, по крайней мере, может быть и ваша фортуна, и ваша сила. К чему приготовиться и карта совет. Шикарно. Правда, у кого-то решаются вопросы, может быть, венчания, бракосочетания. Гляньте, какие карты. А это карта семьи, взаимопонимания. И финансового достатка тоже. Вот как на радуге 10 кубков. Вопросы дома, место пребывания, проживания. Когда соединяются несколько поколений. Пусть эта карта будет говорить, даже если вы один или одна. Я допускаю, что вы можете познакомиться с кем-то. Причем вы, возможно, будете решать какие-то свои финансовые вопросы или вопросы по работе. Вы можете познакомиться с человеком, да где угодно. Вот это фортуна. Никогда не знаешь, в чем тебе где повезет. Кто-то может познакомиться в поездке. И это какое-то судьбоносное знакомство для тех, кто один или одна. Будьте внимательны. Но я уверена, в той или иной сфере жизни, в той или иной степени. Радость, мои дорогие скорпионы, и возможности, главное, которые нельзя упустить, они у вас будут. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я вас благодарю за ваши искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, а я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.